Привет! Сегодня отдал машину в сервис и выдался часок свободного времени. С собой взял как раз дрон. Проверить его после того, как он у меня побывал в глубоком сугробе. Сушил долго, сушил несколько дней. Посмотрим сейчас, сможет ли он после всех этих перипетий летать. Хотелось бы надеяться, что сможет. В нашу маленькую экспедицию я взял с собой две батарейки. Одна из них была заряжена ночью, а вторую я проверил утром. Оказалось, что она на саморазряде просела до 60%. Интеллектуальная сильно. Вот. Пока собирались, успел добить ее до 80%. И первой батарейки мне хватило для того, чтобы снять виды по дороге, на месте. И разрядил я ее где-то до 50%. Подумал, что в принципе смогу отлетать на второй, уже непосредственно в самом походе, но получилось так, что в походе мне ее тоже не сказать, что сильно хватило. И когда мы поднялись уже непосредственно на место, там оставалось всего лишь 40% заряда. Этого хватило только для того, чтобы успеть поднять дрон и немножко осмотреться. Тут же он начал верещать о том, что пора бы домой. И я начал приземляться. Но поскольку место было достаточно узкое и сложное, я не растерялся и решил расширить себе посадочный створ, что у меня в общем-то и получилось. Зацепился, рубит дерево! Упал! О, снегоступа даже не снимал, он знал, что он это сделает. Целый? Да. Не видно. Блин, он в офисе не разбился, что ему тут? Ну чё? Чё, полетал? Вон снегом забился, блин. Не знаю, намокнет. Батарею я вытащил сразу. Эх, авантюрист. У нас ума не хватает. Вот наш пострадавший запустил фен. Сейчас маленечко, может быть, нагреется да просохнет по дороге домой. Дома еще посушим и посмотрим, сможет ли он летать после всего этого злоключения. А винты еще один под замену пойдет. Короче, роли никакой нет, в каком мы режиме будем летать, поэтому пробуем летать так, как есть. Взлетаем и смотрим. Refresh to the return point. Please mind the Soviet position. Все системы функционируют нормально. Landing. Балбес он, балбес.
Ну что, дрон живой, слава богу, никаких повреждений у нас не возникло. Ни после падения на бетонный пол, ни после ныряния в сугроб. Чего и вам желаю. Дрон упал вниз, как ныряльщик, прямо лицом в сугроб, провалился практически полностью по самое не хочу. То есть весь гимбал, весь подвес, все это было забито снегом, двигатели все это было в снегу. Снег был липкий, потому что на улице была температура буквально там -3 градуса, поэтому очень быстро все это растаяло, как я не старался все это продуть, обдуть со всех сторон, полностью это сделать не удалось. То есть часть с подвесом вся была забита липким мокрым снегом. Поэтому, как только я добрался до дрона, первым делом я отсоединил батарею. То есть пульт я бросил сразу, и это самое главное, что можно сделать в данной ситуации. Первым делом обесточить аппарат, то есть и не надо пытаться его выключить, главное снять батарею, потому что это самое эффективное будет действие. Вот. Ну а в дальнейшем уже смотреть по ситуации. В принципе, это же правило можно использовать при утоплении там, в воду. Но снег это не самое страшное, что может быть. Конечно же, намного хуже, когда вы уронили дрон в воду. И еще намного более страшно, если вы уронили дрон в соленую воду. Потому что соленая вода сразу представляет из себя электролит, она проводит электрический ток. И чем быстрее вы извлекете батарею, тем меньше вероятность того, что у вас что-то будет повреждено. Но, как показывает практика, в большинстве случаев электроника, попавшая в соленую воду, приходит в негодность. Даже если она в первое время работает, со временем она превращается в ненужный хлам. В моем случае, после того, когда мы пришли к месту нашей высадки, добрались до автомобиля, то есть я запустил фен в машине и, разобрав дрон, то есть сняв заднюю крышку, которая легко снимается, оставил его на полу в дороге, пока мы ехали 3 часа. Его обдувало достаточно горячим воздухом, там градусов 50, наверное. Вот. И приехав домой, он был почти сухой. Но для надежности я еще в течение 4 дней сушил его на батарее. Тут главное не перестараться, не пережарить, чтобы дрон не расплавился, потому что в некоторых регионах нашей страны батареи зимой бывает топят настолько сильно, что расплавить какую-то мелкую электронику теоретически, наверное, возможно. Вот. Ну, а по соленой воде что сказать? Если вдруг дрон попал в соленую воду, после того, как только вы его извлекли из него батарею, обязательно промойте его прямо под проточной водой, то есть обычной пресной водой. Чем лучше промоете, тем будет меньше вероятность того, точнее, тем больше вероятность того, что, может быть, он реанимируется и останется жив. Еще более эффективным средством промывки может оказаться этиловый спирт. Это водка? Это чистый спирт. Просто его достаточно трудно найти под рукой в таких критических ситуациях. Но он очень хорошо абсорбирует воду и эффективно испаряется, улетучивается. Вот, поэтому это тоже один из вариантов, который можно использовать для того, чтобы промокшую технику как-то реанимировать.